Всем привет! Давненько меня не было. Но я не умер и не ушел в запой. Просто решил не снимать видео через силу. Все-таки это скорее побочный продукт от того, чем я обычно занимаюсь. Ну, а сегодня речь снова пойдет о картриджах и о Денди с Famicom. Я знаю, вы любите эту фигню. После второго выпуска geekdays.org, где я перепрошивал китайские картриджи Cowboy, меня просто завалили заказами на них. Было время, когда мне приходилось заниматься этим целыми днями. В итоге я даже сделал сайт, где люди самостоятельно могут выбрать игры и собрать себе многоигровой ROM, который будет работать и на эмуляторе, и на перезаписанном картридже. Больше всего сил и времени уходило на создание хаков под MMC3 Mapper. Приходилось изменять код игр так, чтобы они шли на неродном железе. За все время я так хакнул более 300 ромов. Само собой, проверить полностью я их не мог физически. Поэтому, хоть и весьма редко, но иногда все-таки вылезали самые разные глюки. То персонаж где-то сквозь землю проваливается, то в воздухе висит какой-то объект, которого быть не должно, то пуля по какой-то неведомой причине не убивает врагов, то экран съезжает или начинает дрожать. И хорошо, если проблема заметна сразу, а не где-нибудь на 7-м уровне. Вот уж где я действительно почувствовал себя китайцем. Низкое качество и много брака, в угоду скорости и дешевизне. Помимо всего этого, каждый раз приходилось делать эти костыли для исправления китайских багов. Если я делал батарейку для сохранений, то сохранение было только на одну игру за раз. А многие хиты вообще не шли, включая любимые всеми Battletoads. Но что за картридж мечты без них? Настал момент, когда я сказал себе, что все, хватит. Пусть картридж будет не таким дешевым, но будет качественным и хорошим. Так почему бы не дать свой ответ китайцам и не спроектировать свой собственный картридж-многоигровку, который будет каким-то балансом между очень дорогими флеш-картриджами с SD-картой и ультрадешевыми, но ужасными картриджами от китайцев. Приступим. Для начала определимся, что же должно быть в картридже. Во-первых, это само собой какая-то флеш-память. Причем желательно иметь возможность ставить микросхемы разного типа и объема. Выбор мой пал на память вот этой серии. По сути, то же самое, что стоит в китайских коубоях, но в ЦОП-корпусе. При этом версии разного объема совместимы между собой по распиновке. Максимальный объем 128 мегабайт. Наверное, это перебор, но сначала я думал, что и 32 мегабайта хватит кому угодно. Часто не хватало. 64 мегабайта хватит всем. Наверное. Лучше перестраховаться. Будем проектировать с поддержкой до 128 мегабайт. Но сердцем картриджа должна быть какая-то логическая схема, которая будет выполнять роль маппера. Как я уже говорил, основная цель не патчить игры, чтобы они работали на неродном маппере. Вместо этого картридж с помощью логической схемы будет полностью имитировать самое разное железо, которое стояло в оригинальных картриджах соответствующих игр. То есть в плиз нужно будет прошить сразу много мапперов и как-то включать нужные для выбранной игры. Соответственно, надо выбрать микросхему с достаточно большим количеством макроячеек. Именно в них измеряется объем логической схемы. Цены на многие из них какие-то совсем дикие. Идеальным решением оказалась вот эта прелесть на 570 макроячеек. Нужна еще видеопамять. Китайцы тут поступили вполне разумно и поставили вместо нее оперативку, куда перед запуском игры при необходимости загружаются картинки. Очень простое, элегантное и недорогое решение. Поступим абсолютно так же. В программную шину тоже нужна оперативка. Ее используют многие игры. Тут возьмем уже проверенную временем память на 32 килобайта, которая была в коубоях. То есть была, когда китайцы ее все-таки ставили. Кстати, именно в эту память сохраняются игры, если умеют. Поэтому надо подпитать ее батарейкой. И мы будем использовать ее полностью, а не только на четверть, как это делалось у китайцев, что позволит держать уже сохранение для 4 игр. Но внезапно самой большой сложностью стало сопряжение напряжений. Дело в том, что во всей старой технике, включая Famicom, обычно 5-вольтовые уровни, когда на линии 5 вольт это единица, а 0 вольт это 0. У современных же устройств такое встречается все реже, и за единицу чаще всего берется уже 3,3 вольта. По не совсем понятной мне документации на плиз, я понял, что она толерантна к 5 вольтам. Вроде да. Судя по документации на флеш-память и оперативку, они будут совсем не рады, если им всадить 5 вольт напрямую. Что не мешает китайцам так делать. И ведь работает же как-то. По крайней мере, первое время. И так сойдет.
Ладно, признаюсь. Поначалу я тоже хотел забить на сопряжение уровней. Но пусть коттедж будет стоить на 100-200 рублей дороже. Зато будет годами работать стабильно и без сбоев. Для согласования уровней существуют специальные микросхемы – шифтеры. Причем, если в случае адресных линий сигнал идет только в одну сторону, то для линий данных надо преобразовывать уровни и туда, и обратно. Для этого я как раз нашел шифтер, который не только работает в обе стороны, но и автоматически переключает направление. Хоть я и не понял, как он это делает, но это просто идеально. Теперь надо скомпоновать все это в схему. Да, обычно я не черчу схемы, но тут все весьма сложно и легко запутаться. Поэтому я использую программу DeepTrace, которая позволяет не только проектировать схемы и платы, но и контролировать связи между ними. Вся сложность схемы заключается только в слишком большом количестве соединений, ведь данные передаются параллельно, но запутаться во всем этом весьма легко. И мне нужно подключить все выводы, которые необходимы для работы самых разных мапперов. Если в оригинальных картриджах таких соединений могло быть не так уж и много, то тут надо подключить все и вся. Например, игра Chetaman 2 использует почти все адресные линии на шине процессора, а мапперы MMC2 и MMC4 вроде как являются единственными, которые используют все адресные линии на видеошине. Ну и что под них всего 3,5 игры. Мы же делаем максимально универсальный коттедж. Само собой, тогда стоит предусмотреть возможность расширения видеопамяти и 4-экранного режима для игр вроде Castlevania 3 или Gauntlet 1. А вот дополнительные звуковые чипы имитировать сложно. Пока что не будем с этим связываться. Еще одна простая задача стала вдруг сложной для меня. Нужно же как-то отслеживать нажатие кнопки Reset, чтобы сбрасывать плиз в исходное состояние. Классический вариант – это простая схема с диодом, резистором и конденсатором. Она позволяет отслеживать наличие импульсов на выводе Fi2, которые пропадают при нажатии на Reset. У этой плиз при этом есть необычный вывод, который, судя по документации, очищает значение регистров при замыкании на землю. Подробной информации о том, как это работает и как этим пользоваться, я найти не смог, но решил подключить данный кусок схемы именно туда и разобраться уже в процессе. Теперь надо развести под все это плату. Сначала я решил использовать автотрассировку, которая делает это автоматически, по уже созданной схеме. Но с таким большим и запутанным количеством соединений программа никак не справлялась. Было решено разводить все вручную. Сначала я подумал, что у меня на это уйдет не меньше недели, но все оказалось не так страшно. Тем более в процессе можно немного изменить схему так, чтобы было удобнее. Например, на работу никак не повлияет то, что мы поменяем адресные линии у оперативки, а функциональность ножек у плиз определяется программно. Если не читать схемку видео, самым сложным для меня всегда было придумать название для своей разработки. Китайский коттедж называется Cowboy. Пусть мой тогда будет называться Cowgirl. Хотя где-то такое название уже было. Ну да неважно. Плата готова. Чтобы заказать ее на заводе, надо экспортировать чертеж в стандартный Gerber формат. После чего просто заходим на сайт завода и отправляем их. Сложный вопрос, сколько плат заказывать. Чем больше, тем выгоднее получается. Но есть немаленькая вероятность, что где-то в плате ошибка. Это та еще лотерея. Я решил не ждать Почту России и сам поехал за платами на завод в Зеленоград. Итак, я наконец-то дома. Пришло время анбоксинга. Или правильнее будет сказать анпакетинга. Так. Вот они. Тоже упакованы в пупырку, так же как это делают китайцы. Давайте я это дело надрежу. Чтобы аккуратненько извлечь одну. Так, плохо надрезал. Впервые получаю платы не прямоугольной формы. Вот она. Красавица. Да. Разъем покрыт золотом. Круто.
Все уже заужено, припой уже нанесен. Осталось только расставить компоненты и паять. Попробуем же в нее что-нибудь записать. Например, Battletoads. Это игра на маппере Unrom, который является простой логикой, и его крайне легко имитировать. К тому же для нее не нужен загрузчик. Проверяем. На Famicom никаких признаков жизни.
На новоделе тоже. Печально. А вот на стародельной Денди все идеально. Похоже, эти самые шифтеры не работают как надо. Было решено выпаять их и заменить простыми перемычками. Да, теперь игра идет на Фамикоме. К этому моменту я записал уже Battletoads and Double Dragon. Но картридж так и не работает на новоделе. Хотя на экране и появляется какое-то подобие осмысленной графики. Я решил записать в картридж самодельный ROM с моим меню. Принципы его работы я хотя бы знаю. И оно запустилось на новоделе, но с каким-то мусором вместо изображений. Я начал подозревать, что проблема опять в логических уровнях, и подпаял к картриджу USB-осциллограф. Вот так выглядит обращение к видеопамяти у Famicom. Но на новоделе график больше похож на пульт с трупа. Обращений к картриджу вообще нет. Почему? Что так отличает мой картридж от обычных? И тут я понял. В 90-е у нас, наверное, невозможно было найти картридж, на котором не было бы вот такой перемычки, которая просто говорит, что не надо использовать расширенную видеопамять. Возможно, что новодельные консоли используют ее для определения наличия картриджа. Было решено допаять проводок, который замыкает эти контакты. И да, теперь все работает. Если на новоделе обязательно требуется эта перемычка, значит придется отказаться от игр, в картриджах которых ее не было. Так что третьей Castlevania все-таки не будет. Не знаю, как вы, а я считаю, что максимальная совместимость с разными консолями все-таки важнее. Осталось исправить схему и плату. Шифтеры было решено заменить на более простые, без автоматического переключения направления. Они и стоят дешевле. Сам не знаю, почему сразу их не использовал. Заодно сделаю на плате земляной полигон. Не сразу разобрался, как это делается в этой программе. А вот от покрытия золотом откажусь, пожалуй, в пользу покрытия никелем. На этот раз я уже заказал платы с доставкой почтой. Все-таки какой-никакой прототип у меня есть, и я могу не спеша заниматься разработкой софта. Основная задача – разработать свой собственный супермаппер, который позволит консоли управлять всем железом в картридже и будет включать имитацию работы других мапперов. Он должен реагировать на запись в определенную область памяти и менять соответствующие параметры. Эта область памяти должна располагаться там, куда почти никогда не записывают данные сами игры. Пусть это будет вот этот диапазон, после адреса 5000. Теперь надо определиться, какие там будут параметры и за что будет отвечать каждый бит. Я начал составлять в Excel список того, чем нужно управлять, и он получился не таким уж маленьким. Местоположение запускаемой игры во флеш-памяти. Ее размер. Текущие страницы видеопамяти. Размер видеопамяти игры. Текущие страницы с RAM памяти с батарейкой. Переключалка банков для меню. 5 бит под номер маппера. Несколько бит зарезервировать под какие-то параметры. Выключатель с RAM памяти. Разрешение на запись в видеопамять. Разрешение на запись во флеш-память. Управление миррорингом. И блокировка записи в сами эти регистры, чтобы после запуска игры и до нажатия на ресет все эти параметры нельзя было как-то изменить. А то вдруг какая-то игра пишет данные в эту область памяти. Всякое бывает. После этого остается записать все это в виде кода для логической схемы. Я, как обычно, использую язык Verilog. Это не так уж сложно, но впереди было еще много работы. Во-первых, нужно описать логику работы самых разных мапперов, создав свою собственную систему нумерации для них. Но тут все работы заключаются в чтении описания этой логики в интернете или в исходниках эмулятора, и в переписывании в виде кода для плиз. Ничего своего придумывать не надо, а ошибки появляются только из-за невнимательности. Однако пришлось поломать голову, чтобы сэкономить количество макроячеек.
Но как я не оптимизировал код, от этого почти ничего не менялось. В самом начале я сделал параметры, с помощью которых можно выбрать мапперы и их модули, индивидуально конфигурируя прошивку. Помимо этого, надо написать приложение для компьютера, которое будет автоматически собирать все игры в один ROM, определяя значения всех регистров. Но внезапно самой сложной задачей оказалась доработка моего меню, ведь теперь легко будет превысить лимит в 256 игр. Пришлось переписать очень много кода для работы с 16-битными числами. К тому же я осознал, что 3-4 сохранения – это очень мало. За раз хочется впихнуть более десятка игр, где можно сохраняться. И тут ко мне пришла идея. Ведь теоретически можно сделать ROM, который будет перезаписывать память самого картриджа. То есть, грубо говоря, можно заставить картридж перезаписывать самого себя. Так сохранение из игр можно записывать во флеш-память после запуска игры, а перед запуском игры загружать их оттуда назад в оперативку. Проблема только в том, что флеш-память устроена так, что она делится на страницы, и чтобы перезаписать в ней какие-то данные, надо стереть всю страницу памяти, а в данном случае это целых 128 килобайт. Размер сохранения обычно составляет всего-то 8 килобайт, то есть для записи этих 8 килобайт необходимо стереть целых 128 килобайт данных. Это затрудняет запись сразу нескольких сохранений в одну страницу, ведь для записи только одного надо сначала прочитать все сохранения, потом стереть всю страницу и записать назад все, что было прочитано, плюс новые сохранения. Но где временно хранить эти 128 килобайт? По меркам Famicom это огромный объем данных. И тут я вижу три варианта. Хранить только одно сохранение на странице, из-за чего придется жертвовать целых 128 килобайт на одну игру. Это очень жирно. Использовать для временного хранения данных видеопамять, что ненадежно, медленно и вынудит пользователя долго смотреть на черный экран. Использовать всю SRAM-память размером в 32 килобайта, чтобы записывать сохранение 4 игр за раз. Я выбрал последний вариант. Да, так из каждых 128 килобайт будет использоваться только четверть. Но 512 килобайт в итоге хватит и на меню, и на сохранение от 12 игр. А мегабайта уже хватит на сохранение от 28 игр. И этого уж точно хватит всем. Да, получилось далеко не сразу. Но черт возьми, это работает. Перед отображением меню ROM смотрит, какая игра была запущена в последний раз. Если она была с сохранением, то определяется страница, в которой оно записано. В SRAM-память загружаются остальные 3 сохранения, стирается вся страница, и 4 сохранения записываются назад. Занимает это всего пару секунд. Получается, что батарейка теперь не особо-то и нужна. Даже если она сядет, сохранения не потеряются и будут работать. Только придется нажимать reset после игры. И если уж теперь не надо экономить память, можно сделать так, чтобы запоминалась последняя выбранная игра в меню. Это чертовски удобно. Похоже, что план минимум выполнен. Самое время сесть и начать тестировать самые разные игры. И когда казалось, что вот она, победа, в некоторых играх были замечены странные глюки. Их природа казалась мне полнейшей загадкой. Было ясно только, что все эти игры используют SRAM-память в картридже. И похоже, что данные в ней бьются при каком-то странном стечении обстоятельств. При этом мои тесты показывали, что никаких проблем нет. Мне очень помогло то, что это память с батарейкой. Можно выключить консоль, вытащить картридж, прочитать память дампером и сравнить с памятью игры на эмуляторе. Выяснилось, что бьются первые 2 байта. В них появляется значение E0 вместо нужного. Если на эмуляторе вписать в них такое же значение, то проблема проявляется и на нем. Почему именно первые 2 байта? Почему именно E0? Откуда берется это значение? Все это казалось полнейшей мистикой, но скоро до меня дошло. Первые 2 байта имеют адреса 6000 и 6001. Если поменять 15 бит адреса на единичку, то получаются адреса E000 и E001. А это регистры для работы с прерываниями у MMC3. Похоже, что когда игра что-то пишет по этим адресам, то в этот момент и портятся данные в памяти. Я попробовал сделать так в своем тесте. И да, проблему удалось воссоздать. И тут я понял, почему это происходит. 15 бит адреса мы берем из значения ROM-сел, но этот сигнал запаздывает на несколько десятков наносекунд относительно клок-сигнала FI2. И этого промежутка времени хватает в микросхеме памяти, чтобы среагировать и побить данные. Значение E0 при этом просто является последним значением на шине. Я у мамы детектив.
Сначала я пытался решить проблему софтварно, но толку не было. В итоге я решил добавить в схему резистор и конденсатор, чтобы отфильтровать эти короткие импульсы. И да, это помогло. Это было одновременно и хорошей, и плохой новостью. К этому моменту ко мне как раз приехали новые платы. И хоть во всем остальном они работали уже идеально, эта мелочь делала всю партию дефективной. И надо снова дорабатывать плату, снова заказывать ее на заводе и снова платить за это деньги. И все это из-за одного резистора и одного конденсатора. Но не пускать же в серию коттеджи с такими костылями. Прошла еще неделя, и вот наконец-то пришло время проверять очередную ревизию. Скажу честно, даже страшно паять и проверять. Но приступим. Оно работает, работает! Все как задумано, каждая мелочь. Сотни любимых игр на одном картридже, с самыми разными мапперами. Полностью имитируется оригинальное железо. Рома никак не надо модифицировать. Все игры работают точно так, как это задумывали их создатели. При этом есть полноценные, отдельные и неконфликтующие сохранения. Все совместимо с самыми разными консольными. И соблюдены все нормы по напряжениям. Или нет? Каюсь, уже в процессе монтажа этого видео я заметил, что неправильно понял документацию. И плиз все-таки нетолерантна к 5 вольтам. Все ошибаются, так что небольшие нарушения все-таки есть. Но я это исправлю в будущем. На данный момент это не мешает коттеджу работать стабильно. Конечно, можно будет еще много над чем поработать. Сделать меню с птичками, доработать эмулятор, добавить еще больше мапперов, или даже поставить более крутую плиз, куда поместятся сразу все нужные мапперы. Но даже сейчас это уже вполне законченный продукт. И знаете что? Да, вы можете заказать у меня кастомный коттедж с играми на выбор. Но у меня нет особой цели зарабатывать на этом. Поэтому я буду постепенно выкладывать в интернет все исходные коды, чертежи, прошивки и документацию, чтобы каждый при желании мог собрать себе сам такой коттедж. Или чтобы кто-то даже начал серийно производить его и продавать. Я буду не против. Наоборот, хочется, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться моей разработкой. Ссылки будут в описании.
Ну, а на этом все. С вами был Пластер. Увидимся в следующий раз, когда я сделаю какую-то еще ерунду. Пока.